Вот и наступила немного грустная, но в то же время очень живописная осень. И я спешу поздравить всех моих зрителей с приходом этого чудесного времени, с началом нового учебного года и традиционно началом нового сезона на канале «Доктор по соседству», в первом выпуске которого мы поговорим о довольно распространенном в наше время заболевании – плоскостопии. Здравствуйте, мои хорошие! К большому сожалению, современные блага цивилизации, помимо привнесения комфорта в нашу жизнь, стали причиной перехода к малоподвижному образу жизни, что в свою очередь служит одной из главных причин развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе и плоскостопия, которым, по статистике, в той или иной форме болеет более половины жителей нашей планеты. А это очень тревожный звоночек, ведь несмотря на кажущуюся безобидность, плоскостопия без своевременного лечения может стать причиной развития заболеваний голеней, коленных суставов, позвоночника и даже внутренних органов. Но давайте разбираться по порядку. Стопа человека образована 26 костями и 7 суставами. Это сложная скелетная структура, своего рода рессора, которая сочетает в себе опорную, амортизационную и двигательную функции, что было бы практически невозможно без правильно сформированного свода. У всех детей в возрасте до 2 лет свод стопы еще отсутствует, а его роль выполняют своеобразные жировые подушечки. Однако со временем мышцы и связки ребенка крепнут, и к 5-6 годам процесс формирования стопы практически заканчивается. В норме сформированная стопа имеет 3 точки, соприкасающиеся с полом: пятку, подушечку у основания большого пальца и часть стопы от мизинца до пятки. В отличие от плоскостопия, при котором свод уплощается и вся подошвенная поверхность стопы распластывается, полностью прилегая к полу, при этом передняя ее часть постепенно расширяется, а пятка отклоняется назад, в результате чего при ходьбе или беге отдача приходится на голень, тазобедренный сустав и позвоночник, что и становится причиной развития в дальнейшем деформации костей стопы, разрушения суставов ноги, возникновения радикулита, позвоночной грыжи, остеохондроза, искривления позвоночника и даже врастания ногтей на ногах. А постоянная стимуляция биологически активных точек, расположенных на подошвенной поверхности стопы, по мнению некоторых авторов, выступает причиной развития заболеваний внутренних органов. К сожалению, так как наши кости с возрастом становятся менее плотными и постепенно изменяют свою форму под воздействием давления, испытываемого во время хождения человека, процесс развития плоскостопия физиологический и практически необратимый. Однако в молодом и особенно детском возрасте, чтобы избежать вышеописанных проблем со здоровьем, очень важно не пропустить момент развития плоскостопия как болезни. В большинстве случаев причиной развития раннего плоскостопия могут стать травмы стопы, излишняя масса тела, как недостаточная и однообразная, так и излишняя двигательная активность, частая ходьба босиком по ровной твердой поверхности, неподходящая обувь, купленная на вырост, доставшаяся по наследству, изношенная, слишком мягкая или жесткая, рахит, осложнения после перенесенного полиомиелита, генетическая наследственность. Исходя из того, как происходит увеличение стопы в ширину или в длину, плоскостопие принято подразделять на продольное и поперечное. Помимо этого, в зависимости от тяжести заболевания, выделяют 3 степени плоскостопия, отталкиваясь от которых назначается лечение и составляется дальнейший прогноз течения болезни. Это плоскостопие первой степени, когда высота свода стопы близка к норме, симптомы, кроме легких болей в вечернее и ночное время, выражены слабо, но уже начинает развиваться ослабление связок. Плоскостопие второй степени, при котором становится визуально заметно распластывание ступни, сопровождаемое отечностью, частыми болями, в том числе в области голеностопа, колена, с изменением походки.
Плоскостопие третьей степени отличается выраженным деформированием ступней и пальцев, болями во время ходьбы по всей длине нижних конечностей и в позвоночном столбе, сильной отечностью. Что крайне важно, симптомы плоскостопия каждый может самостоятельно обнаружить как у себя, так и у своего ребенка. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние обуви. Из-за неправильной постановки стопы быстро изнашиваются внутренние части подошвы обуви и каблучков. Походка изменяется, что визуально определяется как косолапие. При ходьбе больной плоскостопием ступни заворачивает внутрь. Больной быстро утомляется при ходьбе или стоячей нагрузке и часто жалуется на боли в ногах и спине. Иногда в нижних конечностях возникают судороги. При этом к вечеру ноги могут достаточно сильно отекать. В медицине для выявления плоскостопия используют такие методики, как подометрия, рентгенография стопы и плантография – изучение отпечатка стопы. Последнюю методику легко можно провести дома. Для этого следует намазать подошвы ног растительным маслом или жирным кремом и встать на чистый лист бумаги. Ноги в этот момент должны быть сведены вместе, спина ровная, а ступни размещены на одной линии параллельно друг другу. После получения отпечатка стоп их нужно детально рассмотреть. Отпечаток здоровой стопы будет с выемкой на внутренней стороне. Причем ширина такой выемки должна занимать минимум половину от общей ширины стопы. В противном случае можно заподозрить плоскостопие. При обнаружении малейших признаков, указывающих на плоскостопие, особенно в случае с детьми, следует немедля обратиться за консультацией к врачу-ортопеду. Только доктор сможет определить тяжесть заболевания и назначить адекватное комплексное лечение. Прогноз лечения плоскостопия зависит от множества факторов: стадии болезни, возраста пациента, сопутствующих проблем. Так, в детском возрасте плоскостопие лечится даже на второй стадии, тогда как после 20 лет на этом этапе можно лишь сдержать развитие болезни. В большинстве случаев лечение плоскостопия консервативное. Это лечебная физкультура и лечебный массаж, обезболивающая и противовоспалительная терапия, снижение нагрузки на стопу, ношение специальной обуви, подобранной строго по размеру из натурального материала с небольшим каблуком и жестким задником. Индивидуально подбираются также стельки-супинаторы. В домашних условиях отличным лечебно-профилактическим методом при плоскостопии является хождение по специальному коврику, поверхность которого имитирует рельефы гальки разной величины и травы, покрыта небольшими массирующими шипами. А вот наличие третьей степени плоскостопия, сильных болей и прогрессирующей деформации стопы уже является прямым показанием для оперативного вмешательства. Операция при плоскостопии – это радикальный метод, который используется при сильном повреждении костей и связок. Чтобы избежать развития плоскостопия у вашего малыша или вовремя узнать о возникновении этого заболевания, обязательно посещайте врача-ортопеда в 1, 3, 6, 12 месяцев и далее не реже 1 раза в год. Ежедневно делайте массаж стоп младенцу. Поощряйте хождение босиком, особенно во время выездов на природу. Покупайте ребенку только правильную обувь, соответствующую размеру, из натурального материала, с жестким задником, гибкой подошвой и небольшим каблучком. Для правильного формирования стопы имеет значение нагрузка на нее. При малой или, наоборот, излишней двигательной активности ребенка вероятность развития плоскостопия увеличивается в разы. Рацион ребенка должен быть богат продуктами, содержащими кальций, фосфор и витамин D. В заключение сегодняшней беседы особенно хочется подчеркнуть, что не стоит недооценивать плоскостопие. Это очень коварный враг, который способен вызвать не только дискомфорт при ходьбе, но и серьезно подорвать здоровье всего организма. Особенно это касается еще не окрепшего и растущего детского организма. Берегите себя и близких, не болейте. Подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и не забывайте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя узнавать о выходе новых выпусков.
Заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где вы каждый день можете найти много нескучных и полезных новостей из мира здоровья и медицины. Ставьте пальчики вверх. Здоровья вам!